Действие фильма начинается на ферме посреди сельской местности. Старый фермер хвалит одного из своих сыновей за его способности к сельскому хозяйству. В следующей сцене молодой человек с травмированной ногой быстро берет топор и начинает рубить одно из овец. После этого младший сын фермера Генри замечает, что одна из овец пропала. Чтобы найти овцу, он выкрикивает ее имя, надеясь, что овца услышит его голос. Как только он заходит в сарай, он видит, что с крыши течет кровь. Внезапно с крыши падает окровавленный труп овцы. Окровавленное тело овцы заставляет Генри в панике кричать изо всех сил. Его старший брат Ангус, замаскированный в образе волка, внезапно пугает Генри еще больше. Ангус разыгрывает своего младшего брата, потому что завидует его способностям к сельскому хозяйству. Услышав о суматохе в сарай, входит старушка, чтобы остановить братьев. Она говорит, что их отец попал в аварию. 15 лет спустя мужчины застряли в своих машинах, а сотни овец окружили их. Чтобы обратиться за помощью, уже повзрослевший Генри берет свой мобильный телефон, чтобы позвонить и поговорить как можно скорее с определенным врачом. Вскоре после этого овцы начинают уходить. После долгой поездки Генри наконец приезжает в свой старый дом. Как только он заходит, он начинает искать людей. Осматривая комнату, он начинает чувствовать себя неловко из-за детской травмы, когда видит на стене овечьи головы. Затем внимание Генри привлекает старая фотография его семьи. Пока он смотрит на фото, неизвестный человек направляет дробовик на него. Генри сразу узнал ее. Когда их взгляды встречаются, старушка начинает крепко обнимать Генри. В следующей сцене Ангус практикует свою речь. Увидев своего младшего брата Генри, он начинает расспрашивать своего брата о том, что тот делает в деревне. Раздраженный его приветствием, Генри говорит, что имеет полное право вернуться в свой дом, потому что это то место, где он вырос. Более того, он говорит, что его терапевт посоветовал ему вернуться в родной город. Ангус имитирует звук овцы, заставляя Генри беспокоиться. В следующей сцене пара активистов-экологов Грант и его коллега-блондинка шпионят за лабораторией. Блондинка берет фотоаппарат, чтобы заснять происходящее. Через некоторое время Грант мчится в лабораторию, чтобы украсть одну из вещей в контейнере. Чтобы вернуть это, врачи бегут за Грантом. Грант и блондинка бегут в сторону леса, чтобы найти укрытие. Отдыхая, они проверяют улики, которые украли в лаборатории. Увидев присутствие врачей, Грант начинает быстро бежать. Однако он падает, наступая на ветку. Грант видит, что из-за удара украденные им улики ломаются, и он случайно выпускает овцу-мутанта. Через некоторое время мутант начинает кусать Гранта за спину. Грант пытается избавиться от мутанта и берет деревянную ветку, чтобы напасть на странное животное. Увидев отвратительную морду животного, Грант быстро выбрасывает его. В доме Ангус дает младшему брату чек на $2 миллиона и их соглашение о ферме. Осматривая комнату, Генри замечает, что Ангус убрал вещи их отца в доме. Ангус говорит, что он начинает новое фермерство, и он больше не хочет жить прошлым. В лесу мы видим, как хромает мутант. В следующей сцене старушка дарит Генри золотые ножницы, чтобы он вспомнил старые времена. Она говорит Генри, что в детстве у него был природный талант к сельскому хозяйству. С другой стороны, мутант начинает кричать в поисках помощи. Одна из овец на ферме слышит мутанта и решает помочь. Однако, как только овца приближается, мутант кусает ее за нос, чтобы заразить ее. Генри и его друг едут в машине в путешествие. Во время вождения его друг по имени Пал замечает, что овца преграждает им путь. Чтобы проверить овцу, пара выходит. Пал видит, что у овцы нос весь в крови. Внезапно появляется блондинка, целясь из дробовика. С другой стороны, Грант, похоже, заразился от мутанта и начинает вести себя как животное, когда берет кролика и ест его окровавленную плоть. Находясь посреди фермы, Пал видит дым в соседнем доме. Чтобы проверить обстановку, группа приходит в этот район. Как только они входят в комнату, они видят пятна крови повсюду. Через некоторое время они видят возле двери овцу. Опасаясь овцы, Генри тащит своих друзей в соседнюю комнату, чтобы спрятаться. В комнате они видят окровавленный труп владельца дома. С подавляющей силой овца проделывает дыру в стене. Чтобы защитить себя, Пал берет дробовик и стреляет в овцу. Когда овца появляется снова, Пал продолжает стрелять. Блондинка выходит на улицу и видит овец, окружающих дом. Чтобы спастись, они медленно и осторожно идут к машине. В машине на Пала нападает зараженная сумасшедшая овца. Нападая, разгневанная овца кусает ногу. К счастью, Пал идет к багажнику, чтобы спастись от зараженной овцы. Однако они видят, как их машина движется к обрыву.
Чтобы спастись, группа выпрыгивает из машины. После осматривая местность, Генри понимает, что это была скала, где его отец был найден мертвым. Тем временем на одного из врачей напали две зараженные овцы. Во время вождения Ангус встречает Гранта посреди дороги. Но Грант кусает Ангуса за руку, заставив его кричать в агонии и заразиться. Проснувшись, Пал замечает, что его палец кровоточит. Чтобы проверить свою ногу, он снимает ботинок. Пал и Генри в шоке, когда они видят, что его ступня превращается в овечью. Генри видит, что к ним сейчас бегут сотни овец, они бегут в ближайшую лабораторию. Они заходят в лабораторию, чтобы спрятаться. Группа в недоумении, когда они видят кровавые вещи в здании. Через некоторое время Ангус и врачи видят группу. Ангус говорит, что все, что они видят, это всего лишь сельскохозяйственная наука, и это необходимо для разработки. Внезапно женщина-врач вводит Палу лекарство, чтобы он успокоился. Боясь за свою жизнь, Генри и блондинка выходят из лаборатории, оставив своего друга позади. Ангус выходит из лаборатории с дробовиком, но он не может застрелить собственного брата. После выхода из лаборатории их теперь преследуют сотни агрессивных овец. Чтобы защитить себя, они отправляются на охраняемую территорию. Теряя равновесие, Генри чуть не падает в яму. К счастью, блондинка хватает его. Генри кричит, чтобы его брат помог ему. Однако Ангус игнорирует отчаянный призыв брата. Блондинке не удается удержать Генри дольше, из-за чего они падают в яму. Падая, они видят гору окровавленного мяса овец, которые сбрасывали в яму. Они планируют пройти по туннелям ямы в поисках выхода. С другой стороны, зараженные сумасшедшие овцы средь бела дня поедают человеческое мясо. Более того, в лаборатории врачи изучают Пала и его овечью ногу. Ангус входит в комнату и жалуется, что Грант укусил его за руку. Врач берет образец крови, чтобы проверить его. Генри и Блонди перемещаются по яме, надеясь добраться до туннелей. Вдруг они слышат в яме овцу. В панике они спускаются глубже, чтобы спастись. Когда их преследует сумасшедшая овца, они ползут так быстро, как только могут. Генри пинает овцу по морде, чтобы защитить себя. Успешно войдя в узкую дыру, они сжигают овцу. Блонди обнимает Генри, услышав крик горящей овцы. В доме старушка готовит ужин. Ангус теперь чувствует, что с его телом что-то не так, поскольку Грант его укусил. Генри и Блонди успешно сбегают, находя способ вернуться на ферму. Отдыхая, они слышат людей. Они медленно туда, где был слышен звук. Через некоторое время они видят сумасшедшую овцу, стригущую собственную шерсть. Блонди видит шкуру овцы и понимает, что это ее друг Грант. Это показывает, что Грант почти полностью превратился в овцу. Грант затем атакует Генри, заставляя его отлететь назад. Чтобы защитить себя, Генри берет ножницы и втыкает их в шею Гранта, заставляя его кричать от боли. Чтобы спастись от Гранта, пара бежит так быстро, как только могут. Однако они оказываются в тупике. Блонди разговаривает с Грантом, чтобы выиграть немного времени. Когда-то Грант на какое-то время отвлекается, и Генри открывает ворота. В лаборатории Пал начинает превращаться в овцу. Женщина-доктор хихикает, потому что она первый раз видит, как такое происходит. С другой стороны, начинается мероприятие Ангуса. Пока он произносит свою речь, он чувствует себя неловко, так как сильно потеет. Женщина-врач выходит из лаборатории, и ее преследуют сумасшедшие овцы, она направляется в лес, чтобы сбежать. Однако она падает, и овцы кусают ее. Затем Ангус представляет свою генетически модифицированную овцу аудитории. Из ниоткуда они видят сотни овец, идущих к собранию. Группа сумасшедших овец начинают поедать людей одного за другим. Убегая, Ангус видит, что одна из его рук превратился в овечью. На месте собрания сейчас царит хаос, так как пролито столько крови из-за нападения овец. Старушка приветствует Генри и Блонди. Они используют машину старушки, чтобы они могли избежать кровавой резни. В доме они видят, как Грант ведет себя очень агрессивно. Чтобы оглушить Гранта, Генри выплескивает ему в лицо стакан мятного соуса. Однако Грант побеждает Генри, легко сбивая его. Пока эти двое дерутся, Блонди берет палку и наносит удар Гранту. Из-за нападения Блонди Грант парализован. Ночью к дому бежит море сумасшедших овец. Чтобы защитить себя, группа блокирует все пути в здание. В одной из комнат Генри встречает Ангуса. Когда Генри берет охотничье ружье, он говорит брату, что вернет ферму. Генри чуть не застрелил овцу в комнате, но брат говорит ему не делать этого. Генри понимает, что Ангуса укусили. Пока братья спорят, овцы начинают заходить в дом. Видно, как сумасшедшие овцы врываются в здание во всех направлениях.
Они видят, как Ангус идет к сараю. Они предполагают, что он будет использовать самолет, чтобы заразить всю страну. Во время разговора Генри понимает, что его укусила овца. Группа идет к машине старушки, чтобы спастись бегством. Генри говорит, что не поедет, потому что попытается помешать коварному плану брата. Прежде чем расстаться, Блонди и Генри целуются в качестве прощального подарка. Чтобы пройти к Ангусу, Генри надевает шкуру овцы, чтобы слиться с другими овцами. Он осторожно ползет и видит, как одна из овец к нему пристает. Затем он закалывает овцу своим трофеем. Но затем Генри понимает, что ему нет необходимости маскироваться, потому что он уже овца. Когда он заразился, овцы стали относиться к нему как к своему лучшему другу и не нападут на него. Пока старушка едет, Блонди берет дробовик и стреляет в овец, преграждающие им путь. Ангус сейчас садится в свой самолет. Внезапно он медленно превращается в овцу. Генри осторожно идет, чтобы остановить брата. Осматривая местность, на него нападает его брат. Ангус поднимает Генри и начинает бить его. Генри берет свой трофей и наносит удар Ангусу в шею. Затем Ангус начинает трансформироваться еще больше. Внезапный рост его тела и мышц разрывает его одежду. Закричав в агонии, Ангус полностью превращается в гигантского монстра-овцу-оборотня. Двигатель самолета запускается, и самолет начинает движение. Позже фермерская собака отвлекает Ангуса, когда самолет приближается к монстру. Вращающиеся лопасти самолета рубят спину Ангуса. Пал внезапно прибывает на место происшествия и вводит лекарство, позволяющее вернуть Ангусу человеческий облик. Точно так же он вводит лекарство Генри. Однако Ангус встает в своем человеческом облике и идет к овцам, чтобы его снова укусили. С запахом крови овцы бросаются на Ангуса, чтобы сожрать его. Генри бросает зажигалку, чтобы сжечь сумасшедших овец, разжигая огромный костер. В следующей сцене Генри и его друзья дарят лекарства инфицированным людям, включая Гранта. Однако, когда они думают, что они уже в безопасности, фермерская собака кричит, как сумасшедшая зараженная овца.